Приветствую вас на моем канале, и сегодня я вам покажу, что в Army of Two Дьявольский картель можно играть на эмуляторе третьей PlayStation RPCS 3, потому что те ролики, которые есть на YouTube, лишь показывают первые минут 5, в лучшем случае, геймплея игры. Я прошел уже 2 часа, да, вот опять же, чтобы вы не думали, мол, он скачал сейвы. Нет, видите, у меня залочены карты, то есть где бы я поэтапно достал бы через Brute Force, у меня все карты были бы открыты, но я на Last Resort, и это не песня Папа Роуч. Давайте-ка загрузимся, и я расскажу, собственно, в чем суть. Да, не идеально работает. Зеленые артефакты, провалы сквозь текстуры персонажей. Не всегда идеально работают кат-сцены, ревайв тоже был момент, я провалился сквозь текстуры, и комп-напарник не мог меня поднять, и наоборот было, или он во время взаимодействия, когда надо залезть через забор, перелезть, например. Вот, видите, задник похожий пример такой. Когда через забор надо было перелезть, и он вместо меня местами поменялся, и там получилась кривая анимация, что мой персонаж не перелез, а застрял на месте, и дальше анимация не шла. Сейчас до геймплея дойдем, я вам покажу стрельбу. Так, не буду вам спойлерить сюжет, я думаю, немногие играли, я знаю, что это за персонаж, догадываюсь. Так, это пока анимация, и вот сейчас будет стрельба. Итак, стрельба. Ну-ка, здесь не всем видно. Опа, что их нету? Во, видите, квадратики. Так же огонь выглядит в игре. Ну вот не идеально. Рассказываю про настройки. Но в целом игра работает, ее можно проходить, видите, все. То есть экшен, стрельба, скачет FPS, я записываю через захват экрана, потому что если напрямую захват игры, эмулятор тупо встанет и стримить я ее не могу, как подтверждение того, что можно целиком ее пройти. Изначальная идея была с помощью двух SSD-шников увеличить производительность. Я поменял в компе HDD-шник на SSD-шник, но вылазила на новую версию эмулятора соответствующая ошибка. Она распространена у многих с июня, если верить официальному дискорду эмулятора. Ну и решение проблемы не нашел, лишь одно на YouTube. Оно здесь тоже присутствует частично, вроде в настройках, если не менял, но оно не помогло. Поэтому у меня иная версия эмулятора. У меня версия скачанная, значит, с сайта SPV Comp, это не реклама, просто хороший сайт софта. Вот так, значит, рассказываю про настройки, что вам надо. Вам надо 0.1, версия, если что, 0.024 альфа. Вот, может там не видно просто. Так, 0.0.1, значит, обновляете, там есть различные проги. Можно, кстати, самый простенький способ в Дискорде просто берете. Там PSN, апдейт, вбиваете номер серийный. И бот выдает в Дискорде пакетч, вы его скачиваете просто через браузер, и все. Это самый простой способ, нежели использовать эти сторонние программы, которые не все работают, там VPN. Так вот, геймпатчи вам в первую очередь нужны, значит, Manage Game Patches. В этой версии они есть, он попросит обновиться в плане эмулятора. Не обновляйтесь, не надо последнюю версию, должна быть именно эта версия. Соответственно, открываете Дьявольский картель, и вот две версии существуют, еще на это я видел, люди тестируют, но я играю на 3.069, соответственно. Вот они, пэкэджи. Там 60 FPS на последней версии, но в этой игре 60 FPS, когда она идет в 30 в лучшем случае, а то и в 15 кадрах. В общем, все эти пэкэджи вы подключаете. И идем в Custom Configuration. Казалось бы, опять же, я покажу карточку. Вы думаете, у меня что-то RTX? Нет, у меня старенькая карточка, и она справляется здесь. Ну, единственное, в Right Colors Buffers я подключу, потому что без них там та же тренировка, она в темном помещении. А остальные настройки, в принципе, остаются стоковыми, какие они есть. Только сейчас эту галочку я проверю. Вот, Reservation Access, она у меня даже не подключена. Не буду про нее рассказывать. Это, кстати, единственное решение проблемы. Суть в том, что в блокноте, значит, этот момент в конфигурациях игры вы возле Reservation RSX сбиваете True вместо False, сохраняете. Якобы это поможет, но мне это один раз помогло, а потом опять выдавало ровно вот эту ошибку. Пишите, как у вас работает. На RTX у людей тоже, поверьте мне, вы можете посмотреть в Дискорде, что люди пишут, на различных форумах. Не у всех идеально она работает, у нее in-game статус, но вот мой способ помог, и пока что игра на данный момент проходится. Пройдется ли все 5 часов игры, не знаю, может где-то она застрянет. Таких точек было несколько во время прохождения, и миссия, где турель плюс оборона, 6-я по счету, и та же самая миссия, когда боты, например, не заспамились, только-только начало в латинской стране. Вот две миссии, где
собственно, был близок вылет, но я так или иначе прошел эти моменты и дальше буду проходить, потом уже в телеге своей напишу, телегов в описании. Но в игру можно играть. Касательно эмулятора, например, Xenia, игра там вообще не запускается. А тут решать вам, как хотите. Можете дождаться через пару лет, когда эта игра станет играбельной. Или же попробовать сейчас, если вам прям не терпится. Опять же, у меня написано 5 часов 46 минут, но вылетал эмулятор раз, наверное, 10, а то и 12. По факту я там часа 2 в лучшем случае наиграл.